Приветствую вас! В предыдущей серии мы добрались до цирка уродов, познакомились с местными жителями и даже помирили лучших подруг Варвару и Яну Яйцеклад. Ну а теперь вернемся к самому видео. Давайте-ка в сам самолет заглянем, может тут тоже что интересного есть. О, вижу уже что-то полезное. Тырить. Свинчаточка. Теперь все ваши боеприпасы мои. Ой, фига я вся там наклал. Фидель, прибери-ка себе большую часть всякой фигни. Вилки, клей. Да, все это можно продать. Сидят. Здорово, бабуль. Сухопарая, смуглая женщина с сомнением смотрит на вас. Громко чмокает губами и достает из металлического портсигара длинную, пахучую папиросу. Снова бросив на вас подозрительный взгляд, она чиркает спичкой, раскуривает и шумно, затянувшись, выпускает в вашем направлении колечко дыма. Что-то как, знаете, как бабушка Мёрфи. Чего хотел? Цирк он там, внизу. А с кем я имею честь говорить? Женщина стряхивает пепел с кончика папиросы и неожиданно громко, побулькивая, шмыгает носом. Сейчас от часу не легче. Я мадам Вува, директриса этого шапито. У тебя что, какая-то жалоба есть? Крысы друга или родственника съели? А я про это ничего не знаю. У нас здесь нет крыс. Это как-то подозрительно. Успокойся, я не поэтому. Просто хотел задать пару вопросов. О, харизма сработала. Ладно, спрашивай. Может, ты слышала какие-нибудь слухи? Варвара и Яна Яйцеклад помирились. Оказывается, что ребенка Яны съел Иван Цапля. Всегда так и думала. Ну эй, это их личное дело, я не вмешиваюсь. Понятненько. Ладно, пора мне уходить уже. Ничего полезного у нее нет. Погнали, пожалуй, дальше в наше чепушествие. Местную проблемку какую-то разрешили, и ладно. И на том спасибо, так сказать. Денежек немного получили до опыта. Так, ну что ж, погнали дальше. На пьяной берлоге теперь. Все-таки мы до сюда добрались. Наконец-то. Давай, допустим, с тобой попиздим. Что-то ему хреновато, по-моему, на грядке пахать. Вы видите болезненно бледного и исхудалого мужчину в каком-то рваном подобии куртки из мешковины. Мужичок туповато оглядывается по сторонам и беспрестанно шмыгает носом. При виде вас он, однако, оживляется и протестующе поднимает руки. Погодь, не подходи ближе, я заразить могу. Будь здоров. А что с тобой такое? Чем ты болен? Мужичок сплевывает красноватую густую слюну и устало потирает лоб трясущимися ладонями. Ох, страшная болезнь. Слышал про синдром Краснова? Слышал. Это хорошо. Это очень хорошо. Что ты уже в курсе? Предупрежден, значит вооружен. Хотя у меня синдром Краснова начался именно после того, как я о нем узнал. Это называется синдром плацебо, понимаешь? Хорошо, что торговец соляркой подсказал лекарство от болезни. Ну да, солярки бахнул и сдох в канаве. Теперь у меня хоть шанс есть. Правда, болячка после начала курса лечения страшный бой дает. Рези в животе, постоянно тошнота, рвота. Но хоть надежда появилась. На что, на то, чтобы тебя тот доктор, торговец соляркой, хуйнул? Найс. Расскажи, что за лекарство он тебе посоветовал? Так он уже сказал, соляркой. Единственное верное, солярку. Употреблять нужно каждый день или два. На вкус тухлое мясо лучше даже. Но работает, черт возьми. Всякий раз, как выпью, в животе жуткие боли начинаются. Это значит, что болячка ослабевает. Это значит то, что ты желудок, блядь, уничтожаешь соляркой, дебич. Как тот торговец к нам заезжает, обязательно у него бутылки покупаю. Ты чего? Этот козел тебя же травит ради мелкой выручки. Да нет, ты чего? Я сам чувствую, как выздоравливаю. Сказочный долбоёб. Не по дням, а по часам. С каждой минутой все лучше и лучше. Я вижу, блин. Мужичок хватается за живот с таким видом, будто готов помереть прямо на месте. Постепенно он приходит в себя и продолжает слабым голосом. Солярка мне жизнь дает, надежду на будущее и все такое. Вы понимаете, что переубедить этого бедолагу разумными доводами или тем паче запугать не выйдет? Ну значит смотри, я шаман в 5-м поколении и, используя харизму, я при помощи синдрома плацебо смогу тебя излечить. Значит так, даю установку, с этой минуты болезнь покидает твой организм. Успех.
Ну и все, видали, я же говорил. Вы делаете значительное лицо и строго смотрите больному прямо в глаза. Неожиданно, но это срабатывает. Мужичок как зачарованный кивает и вдруг начинает лихорадочно ощупывать свой живот, будто в нем что-то пропало. О, я чувствую, как болезнь покидает мое тело. Пошел прочь, проклятый синдром Краснова. Уходи, откуда пришел. Ну ничего себе. Полегчало? Несравнимо полегчало. Спасибо. Спасибо и еще раз спасибо. Я прям чувствую, что жизнь ко мне обратно возвращается. Так дышать легко стало. А раз ты выздоровел, то советую с приемом солярки завязывать. Ага, она теперь мне ни к чему. Теперь только спорт и правильное питание. Слушай, знаешь что? Забирай ты оставшиеся бутылки. Может, встретишь еще какого больного, которого своими волшебными методами вылечить не сможешь. Так хоть солярку пропишешь, бедняге. Да уж. А давай ее лучше мне от греха подальше. Ладно, выздоравливай. Вот блин. Еще 5 бутылок осталось. Это сколько он выпивал за день? Ай, дурачок. Стоп. Я могу выпить солярку. Плюс 400 к токсичности сразу же даст, ну ее нахрен. Фидель, забирай себе, нахер она мне нужна. Охранник местный. Робкого вида, рыжий бородатый мужичок на воротах вздрагивает при вашем приближении и осторожно машет рукой в знак приветствия, будто боится разозлить или спровоцировать вас на что-то. О, это ты за самогонкой, да? Там Петрович как раз наварил. Так вы самогонкой торгуете? Ну выпить мне не помешает. Мужичок неуверенно усмехается и опускает глаза. Ага, ну вот и это, хорошо. Проходи давай, Петрович как раз дома. Он тебе все продаст. Здоров, Петро. О, какой старичок. Перед вами стоит пожилой мужчина с повязкой на левом глазу. Он деловито потирает пустую стеклянную бутылку, периодически крутя ее в руках, будто ищет незамеченные ранее пятна. Бутылка блестит, если не сказать сверкает. Заметив вас, мужчина опускает бутылку и коротко кивает в знак приветствия. В его единственном глазу на секунду загорается и сразу тухнет любопытство. Скрипучим, немного срывающимся из-за возраста, но все еще уверенным голосом он произносит: «О, новое лицо, за нашей пришел? Доставай хабар, у нас тут система бартерная, самогон на другие товары обмениваем. Впрочем, можно и на деньги, если у тебя есть». А я использую навык бартера. А скидочку не оформите? Был бы очень признателен. О, получилось! Ей! Эх, ладно, так и быть. Сброшу для тебя чуточку цены. Иногда нужно клиентам на уступки идти, а то так не мудрено и из дела вылететь. Хорошего предпринимателя за версту видно. Давай тогда вот что тебе скажу. Я хотел бы взглянуть на ваш ассортимент. Пивко есть, монетка есть, самогонка есть. Рассол. Вот это мощно, я бы взял бы парочку бутылок рассольчик-то. Нам тут фиг бы с ним. Но лучше я сбагрю тебе клей-момент и получу за это 45 рублев. Спасибо. Ну так вот, у меня к вам есть один важный вопрос. Не опуская бутылку, мужчина складывает руки на груди и ожидающе смотрит на вас своим единственным глазом. По другому вопросу, это по какому такому? Времена меняются. Кто-то должен следить за безопасностью в пустошах. Мужчина чуть наклоняет голову и нетерпеливо шаркает башмаком по деревянному полу. Я человек не молодой, сам прекрасно понимаю, что времена постоянно меняются. Лучше скажи мне, к чему ты все это ведешь? К тому, что ребята с завода предлагают вам защиту. За определенную плату, разумеется. Ох, стоило догадаться. Мы единственные в этих краях, кто еще не платит дань Дзену и его головорезам. Рано или поздно он должен был послать к нам кого-нибудь. Передай этому фон барону, что мой ответ все тот же. Крепко нет. Мы сами себя можем защитить. И от налетчиков, и от вашей шайки. Видел я твоих бойцов. От каждой тени шарахаются. С какой стороны ружье брать не знают. Ну, мужики, конечно, немного не в форме, но если дело дойдет до кровопролития, то слабину не дадут. Это я и тебе, и твоему начальнику гарантирую. Так что, повторюсь, защита нам не требуется. Слабину они, может, и не дадут.
А вот положит их 2 счета. Что там по охранникам-то, всего пару человек, а тут у Дэна целая бригада примчится, как хуйнут гранаты под себя, правда. Но это не важно. Пока еще не положили? Вроде нет. Так что давай не каркай. Давай тогда подойдем к этому вопросу дипломатично. Что нужно, чтобы ты согласился? Мужчина бросает на вас быстрый взгляд. Он выглядит удивленным, но старается не показывать этого. Что нужно? А может, мне незачем соглашаться. Меня и так все устраивает в нашей ситуации. Сами себя держим, сами защищаемся. Ваша поддержка нам не особо нужна. А я использую свой навык общения. Я же вижу, что здесь не поможет тупое запугивание. Вы уважаемый человек, и мы хотели бы именно работать с вами, а не просто сосать деньги. Но ёпта, я ж качал навык. Эй, пожилой мужчина задумчиво потирает подбородок и с сомнениями смотрит на вас. Свежо предание, довериться с трудом. Ваша контора, конечно, тоже может быть полезна, но вреда от нее, как по мне, еще больше. Эх, какой же ты трудный человек, я начинаю терять свое безграничное терпение. Старик сердито сдвигает брови и немного отстраняется от вас. У меня нет настроения спорить, если ты пытаешься качать права, то поищи какую-нибудь другую жертву. А еще лучше спортом займись, лишнюю агрессию это тоже хорошо снимает. А у меня есть еще лучше предложение. Что если я сейчас все здесь разворачу? Всю вашу тару, аппараты, даже мебель. Одноглазый старик складывает руки на груди и скептически смотрит на вас. Да ты не посмеешь, тут же все огромных денег стоит. У тебя рука не подымется. Хорошо, давай попробуем договориться миром. Ну, а как тут миром-то решить? Я говорю, что никакая защита нам не нужна. Ты, как я понимаю, с этим мнением не согласен. А может, просто слишком ревностно к своей работе относишься. В любом случае, наша коса на камень. А я снова использую свой навык общения, авось сработает, так сказать. Я уверен, что вы сами не раз и не два подумывали о дополнительной защите. Да ёб твою в рот. Одноглазый старец отрицательно качает головой. Ошибаешься, единственный, кто о ней думает, так это твой начальник Дэн. А меня все устраивает. Значит, вот как мы будем говорить. А я ведь легко могу начать все здесь крушить. Ага, даже твой любимый самогонный аппарат. Не верю. Ты просто блефуешь. Тут же все огромных денег стоит. У тебя рука не подымется. Да и по головке тебя за такую самодеятельность тоже вряд ли погладят. Смотри, как ты заговорил. Сейчас-то мы и проверим, поднимется ли у меня рука. Главный самогонщик на всякий пожарный отходит в сторону, а вы окидываете комнату своим цепким взглядом. Убранство у нее довольно спартанское, но при определенной сноровке и солдатской хитрости даже тут можно устроить настоящий погром. Начнем, так сказать, с малого. Хуйнем табурет. Ловким пинком вы валите стоящий в комнате табурет на бок. Пожилой самогонщик только зевает в кулак и пожимает плечами. Вы и сами не уверены, что это выглядело хоть сколько-нибудь угрожающе. Теперь хуйнем бутылку. С яростью, достойной лучшего применения, вы валите простые глиняные и ценные стеклянные бутылки на пол. Шум и звон наполняет задымленную комнату, а одноглазый самогонщик со злостью грозит вам кулаком. Ты что творишь? Прекращай! Хватит! А, не нравится. Самогонщик с некоторой опаской косится на вас. А теперь хуйнем по стене. Всем своим видом, показывая максимальную свирепость, вы бьете задней частью кулака в стену избы. Крепкая избушка даже не колышется. Самогонщик тоже остается не впечатленной вашей демонстрацией серьезных намерений. Единственный пострадавший в этой ситуации ваш кулак. Понимаю. Это должно было меня напугать? Я только разогреваюсь. Теперь твой самогонный аппарат летит нахер. Вы оглядываетесь по сторонам в поисках достойного орудия. Первое, что бросается вам в глаза, это уже замеченный ранее табурет. Не теряя ни секунды времени, вы хватаете его за ножку и угрожающе заносите над самогонным аппаратом. Самогонщик выглядит испуганным. Эй, не делай этого, ты пожалеешь. Он звучит неудивленно. Видимо, вы произвели впечатление довольно ушлого малого.
готова на все ради достижения своей цели. С такими лучше не связываться. С другой стороны, самогонный аппарат – это главный источник дохода для самогонщика и его сотоварищей. Внезапно ситуация накалилась до предела. Используем удачу. Замахнуться табуретом, но вовремя остановить его. Успех. Вы вовремя останавливаете несущийся на самогонный аппарат табурет. И уже готовящийся наброситься на вас самогонщик замирает на месте. Внезапно он оказался вашим своеобразным заложником. Больной. Я понял. Вы победили. Ты победил. Мы будем платить дань. Вы бросаете табурет на пол и отряхиваете руки. Старик-самогонщик дрожит от злости и унижения. Он явно не думал, что вот так легко может сдаться. Вы доказали ему обратное. Ты меня вынудил применить силу, но я рад, что теперь мы друг друга понимаем. Главный самогонщик смотрит на вас с бессильной яростью. Он явно не забудет то, как вы себя повели. Наконец он тяжело вздыхает и опускает голову. Ты добился своего, так и передай Дэну. Обязательно. Пока. Ну сорян, мужик, сам виноват, что это, блять, выкобенивался все до последнего. Нет, так не пойдет. Ты же собирался идти по лучшему пути. Я пытался до последнего, но этот дедок ни в какую не хотел договариваться по-хорошему. Я знаю, и посему дарую тебе силу, которая способна это исправить. Интересно. Значит, меня переместило во времени назад, до того момента, как я поговорил с этим детком. Значит, мне надо поднабрать опыта и вернуться к нему попозже. Ну что ж, на поиски новых квестов. Ну давай, допустим, с тобой перетрем, что скажешь, с двустволочкой наш. Вы видите хмурого, сутулого мужчину предпенсионного возраста. Он надет в растянутый свитер с засаленными рукавами и утепленные лыжные треники. Взлохмаченные темные волосы, видимо, знали только один вид расчески – пятерню хозяина. Здорово, приятель. Если ты к Петровичу, то он, как всегда, в избе. Проходи, не стесняйся. Чего грустишь, мужик? Да так, по личным вопросам, не волнуйся. А я использую навык общения. Так расскажи, может, я чем помочь смогу? Успех. Мужичок вздыхает и медленно, словно слова вдруг стали невыносимо тяжелыми, начинает говорить. Когда война прошла вдвоем, мы спасались с дочерью. Дунечка моя, Дуняша, набрели на восстанавливающийся поселок Пушкинский, да и остались там. Я ведь механиком тоже могу. Автомобили ремонтировал, сельскохозяйственную технику, насколько мог латал. Дочка, как подросла по хозяйству да огородом занималась. Очень это дело ей давалось ладно, даже излишки оставались. Так она и на рынок носила огурчик, помидорчики разные, меняла на другие продукты. Слушать не перебивая. Мужик облизывает пересохшие губы и тяжело вздыхает. Да вот, однажды на поселок бандиты наткнулись. Точно не знаю, но, видимо, начали они у председателя денег требовать. Но откуда же у поселка деньги? Жили ведь что в общий котел, что на обмен. Тогда бандиты выяснили, что механик есть. Заставили автомашину свою посмотреть, подлатать где нужно. Пока я под капотом лазил, увидел один из них дочь мою и любезным таким сделался. Ну, думаю, растопила Дунюшка моя, даже бандитское сердце. Порешали они, что поздно уже по пустошам до базы выдвигаться, да и небезопасно по ночи-то. А с утра хватился я дочери. Увез ее тот бандит, предложил, видать, до рынка довести. Я на рынок бегом. Никто не видел Дуняшу мою. Молча слушать дальше. Мужик невесело вздыхает и приглаживает свои сальные волосы растопыренной ладонью. Ну так вот, долго я искал, куда они отправились, нашел их лагерь, точнее его остатки, но самих бандитов поблизости уже не было. Эх, пошел по следу, столько навидался в пустошах, такого натерпелся. Нашел завод, который бандиты тут неподалеку оккупировали, но вовнутрь не смог попасть, как ни пытался. Дежурный на воротах только мне сказал, что никаких женщин у них нет. А где еще искать? В пустошах разных банд не сосчитать же. Но я вот что думаю, скорее всего она реально на заводе. Надо просто будет нам поискать ее, малямс. Ну и запил я с горя. Набрел на избушку, да вроде и пригодился, тут такая история. От того-то я и грущу, как ты выразился. Вот она как. Мужичок замолкает, опуская глаза. Возможно, он углубился в воспоминания, а может просто не знает, что сказать еще. Слушай, если я вдруг встречу твою дочь, то могу передать ей от тебя весточку. На мгновение лицо мужика озаряется надеждой, но она тухнет так же быстро, как и появилась.
Видимо, жизненные невзгоды научили его воспринимать все со здоровой, а может и не очень долей скептицизма. Если встречу, то передай, буду признателен. Он безразлично пожимает плечами. Пойду займусь этим, пока. О, давай, кстати, с вот этим вот картофельным поговорим. Перед вами мужчина лет 35, он по-шустрому чистит картошку. На его щетинистом угрюмом лице застыло задумчивое выражение. Во взгляде мужчины заметна печаль. При вашем приближении он отрывается от своих раздумий и обращает на вас внимание. Здоров, можно задать тебе несколько вопросов? Мужчина равнодушно осматривает вас и отводит взгляд. И тебе не кашлять, задавай. Может, скуку развеешь. Как поживаешь? Живу потихоньку, помогаю мужикам во всем. Вот сейчас картошку чищу для самогонки. А зачем картошка для самогонки? Крахмал? Ну, наверное, надо. Потом будем с Петровичем варить сивуху. В целом, не шибко интересная работа, зато не тяжелая и спокойная. А расскажи, Петрович, если не секрет. Мужчина пожимает плечами, откладывает очередную картофелину и нож в сторону. Петрович вроде как за главного тут у нас. Мужик он хороший, добрый, до войны егерем был в местных лесах. Ничего плохого про него не смог бы рассказать, даже если бы имел такую привычку. Он тут неподалеку возле самогонного аппарата стоит. Можешь с ним сам поговорить, если хочешь. Ладно, тогда у меня есть еще вопрос к тебе. Что о себе скажешь? А что говорить-то? Зовут меня Серега, работаю с мужиками, варим самогон. Иногда его и дегустируем, потом в некоторых просыпается тяга к песнопению. Хотя завывание, как по мне, более подходящее название. Понятненько, ну а мне пора. Вот, с тобой поговорим. О, какой интересный мужичок. Вот только на картошку и посылать. Перед вами стоит невысокий усатый мужичок в грязной майке, некогда украшенный фривольными тропическими узорами. При виде вас он широко улыбается, и сеть морщинок расползается по его добродушному лицу. Здоров, братух. Привет. Может, поболтаем, если не занят. Мужчина подкручивает свои густые усы и весело подмигивает вам. Плох тот работник, который от перекура отказывается. Толик, будем знакомы. Он протягивает вам ладонь для рукопожатия. Пожать руку, а меня зовут Аркаша. Ну здорово, Аркаш. Рассказывай давай, что происходит в мире. Мы тут сидим как сычи, в люди почти не выбираемся, потому всегда интересно узнать про последние тенденции в обществе. Да черт его знает, вроде все развивается своим чередом, и на том спасибо. И не говори, самые лучшие новости – это отсутствие новостей. Когда вещи тихо, мирно, сами по себе, но идут, это значит, что все в порядке в мире. Ща, подожди, как оно там было, вспомнил. Это эволюция называется. Ну та, которую Дарвин выдумал. Ага, но именно такое вот пускание на самотек и довело нас до ядерной войны. С одной стороны неохота соглашаться, а с другой ты, наверное, прав. Просто ждать у моря погоду тоже не всегда продуктивно. Иногда нужно и инициативу проявить. Без этого никуда, а особенно в наше время. А я пойду, пожалуй. Ну а на этом мы закончим эту серию. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.